Самое крупное ограбление золота в истории Кьяса – коммуна в кантоне Тичино в Швейцарии. Он расположен на границе с Италией. Все началось однажды, в августе 2009 года в Кьяса, в 40 километрах к северу от Милана. На итальянско-швейцарском пограничном переходе у двух граждан Японии были изъяты облигации на сумму 134,5 миллиарда. Среди них было 249 облигаций Федеральной резервной системы США на сумму $500 миллионов каждая, а также 10 облигаций Кеннеди и другие ценные бумаги правительства США на сумму $1 миллиард каждая. Внимание полицейских привлекли банкноты номиналом в $1 миллиард. Такие крупные номиналы недоступны на обычных финансовых и банковских рынках. Только национальные государства имеют дело с такими суммами денег. После этого странного события история получила продолжение в виде обширной внутренней информации. Чтобы сократить длинную историю, вот краткое резюме. Вскоре после этого японцы были освобождены, и их так и не привлекли к ответственности. Позже выяснилось, что это была ловушка, чтобы обеспечить возможность подачи иска против Федеральной резервной системы. 23 ноября 2011 года в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка была подана обширная жалоба на 111 страницах. Эта жалоба теперь стала доказательным публичным делом, как объясняется в продолжении. Судебный репортер Дэн Макью начал задавать те же вопросы, которые вы, возможно, сейчас думаете. Он был первым мейнстримным журналистом, сообщившим об этой истории в Carsaus News Service. Информация с тех пор удалена, которая является национальной службой новостей для юристов и новостных СМИ. Лично Макью не всегда убежден. Статья называется «Странный иск на $1 триллион», содержание удалено, но, учитывая, что это реальный случай, он, безусловно, достаточно интересен, чтобы о нем написать. Американский иммигрант в Болгарии Нил Кинан утверждает, что Организация Объединенных Наций, Всемирный экономический форум, Управление международного казначейского контроля и правительство Италии вступили в сговор с целым рядом других лиц, чтобы украсть более $1,1 триллиона в финансовых инструментах, предназначенных для поддержки гуманитарных целей. Федеральное обвинительное заключение на 111 страницах охватывает целый ряд организаций, которые часто упоминаются теоретиками заговора, включая ватиканских иллюминатов, иезуитов, масонов, Золотую комиссию Триллиниумского трехстороннего пакта и Федеральную резервную систему США. Семья Белого дракона истец Нил Кинан утверждает, что в 2009 году финансовые инструменты, включая облигации ФРС США, на сумму $124,5 миллиарда, две японские государственные облигации общей номинальной стоимостью $19 миллиардов и одну американскую облигацию Кеннеди номинальной стоимостью $1 миллиард были доверены ему организацией под названием «Семья Белого дракона», которая представляет собой группу из нескольких богатых и анонимных азиатских семей. Семья Белого дракона избегает публичного внимания и знания, но действует, согласно информации и убеждениям, во благо и на благо всего мира в постоянной координации, на высоком уровне с глобальными финансовыми организациями, в частности с Федеральной резервной системой, утверждает Кинан. В ходе своего существования, на протяжении последних нескольких столетий семья дракона накопила огромное богатство, предоставив под залог Федеральному резервному банку и правительству Соединенных Штатов активы в золоте и серебре через определенные счета в Швейцарии, за что получила понимание в виде различных нот, облигаций и сертификатов, как описано выше, которые являются обязательством Федеральной резервной системы. Кинан утверждает, что с учетом начисленных процентов стоимость этих инструментов составляет более $1 триллиона. Он утверждает, что семья назначила его в качестве доверительного управляющего в попытке выбрать определенные зарегистрированные и разрешенные программы частных инвестиций, PPP, в интересах неназванных глобальных гуманитарных мероприятий. В своем удивительном иске Кинан утверждает, что много лет назад
правительство США получило огромные суммы денег в золоте и других драгоценных металлах от семьи Белого Дракона, и что эти деньги были помещены в Федеральную резервную систему для защиты и поддержки доллара, который должен был стать и в настоящее время остается мировой резервной валютой. Кинан утверждает, что семья Дракона доверила ему облигации на миллиарды долларов, которые были украдены, когда два японских агента пытались пересечь границу в Кьясе в чемодане. Обвиняемый Кинан утверждает, что по мере раскрытия заговора несколько высокопоставленных чиновников неоднократно предлагали ему взятки в размере порядка 100 миллионов долларов, чтобы он освободил инструменты, не раскрывая их кражу семье Дракон, и позволил конвертировать инструменты в так называемую суверенную программу ООН, полностью под эгидой защиты и прикрытием суверенного иммунитета, которым пользуются ответчики. Среди других ответчиков генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, Джанкарло Бруно, назначенный главой банковского отдела Всемирного экономического форума, посол Италии в ООН Чезаре Мария Рогафлини, Рэй К. Дам, председатель управления международного казначейского контроля, и Дэвид А. Сейл, заместитель главы Совета Кабинета министров ОИТК. Кинан требует возврата похищенных инструментов, штрафных санкций и судебных издержек по многочисленным искам о мошенничестве, нарушении контракта и нарушении международного права. Если интересно, посетите сайт Carsaus News Service, ссылка удалена, чтобы ознакомиться с остальной частью дела в кратком изложении Макью. По информации и убеждению, стоимость этих облигаций, принадлежащих семье Дракона, составляет многие тысячи триллионов долларов США, относительно небольшая часть которых вовлечена в претензии, послужившие основанием для данного иска. Каждая из этих валют, как и DFFI, финансовые инструменты семьи Дракона, вовлеченные в данный иск, были и остаются надлежащим образом зарегистрированными в Федеральной резервной системе и могут быть непосредственно проверены Федеральной резервной системой через ее эффективную систему проверки и процесс отбора. Умопомрачительно, тысячи триллионов долларов, не правда ли? Как уже упоминалось во вступлении, семья Дракона хотела украсть эти облигации, чтобы обосновать судебный иск. Эти облигации составляли лишь небольшой процент от общего объема активов, все они были тайно зарегистрированы в Федеральной резервной системе и банке международных расчетов. Кража облигаций была хорошо спланированной подставной операцией, благодаря которой эта история стала известна. Теперь у огромного международного альянса из 117 стран есть законный способ положить конец финансовой тирании старого мирового порядка, более известного как кабала глубинного государства, которое планирует установить новый мировой порядок НВО. Как бы невероятно это ни казалось, но вся эта история правда. Абсолютная правда. И по сей день это самая большая реальная проблема для Федерального резерва и властных элит глубинного государства. С другой стороны, это самая лучшая новость для всего человечества мира. В документах очень четко говорится о группе западных элит, которые планировали начать Третью мировую войну и сократить население Земли на 90%, чтобы реализовать свое НМП. Азиатское тайное общество было полностью осведомлено о плане начала Третьей мировой войны, которую хотела начать Кабала, и сделало все возможное, чтобы остановить ее. Азиатское тайное общество включает в себя Индонезию, Филиппины, Таиланд, Японию, Тайвань и Корею. Фактически, оно непосредственно входит в группу 77 неприсоединившихся стран. 85% мирового золота оказалось в Азии. Семья Дракона – это древняя группа семей, чьи связи выходят далеко за рамки временных политических структур, общества различных династических семей и клановых групп, основанных на семейных связях. В отличие от Запада, где различные группы вносят еще большую путаницу, поскольку все они называют себя иллюминатами. 85% мирового золота оказалось в Азии, накопленное за последние 2-3 тысячи лет. В последующей статье мы расскажем об этой удивительной истории,
о которой до сих пор мало что было опубликовано. Вторая мировая война была связана с захватом этого золота. Западные властные элиты хотели владеть и контролировать все золото в мире. Поэтому они планировали изъять все золото из частных рук и сделать его своей собственностью. В 1934 году президент США Рузвельт запретил частное владение золотом, якобы из-за Великой депрессии и необходимости спасти экономику, объединив золото всех людей в Федеральной резервной системе. Это была вопиющая ложь. Евреи не хотели отдавать свое золото. Это была одна из причин, по которой они были собраны и отправлены в концентрационные лагеря. Бреттон-Вудское соглашение ФРС забрало золото из хранилищ каждого банка. Они разграбили частные хранилища, чтобы изъять золото, находящееся в частных руках. Большая часть золота была изъята с рынка к 1944 году. Пока не было заключено Бреттон-Вудское соглашение о создании международной валютной системы, поддерживаемой золотом. После того, как Кабала конфисковала почти все золото. Большая часть золота, не принадлежащего западным державам, была изъята с рынка. Оно было занесено в черный список, спрятано в пещерах или погребено в затонувших кораблях на дне океана. Это золото не учитывалось при создании монет по всему миру. Оно было изъято с рынка в целях обеспечения безопасности и контроля. Великобритания, Франция и США создали Бреттон-Вудское соглашение для глобального контроля на основе 50-летнего мандата до окончания Второй мировой войны, после чего властная элита решила закончить Вторую мировую войну. Предполагалось, что элита будет развивать и модернизировать планету в соответствии с достигнутыми договоренностями. Однажды, когда все вернулось на круги своя, президент Рузвельт был убит путем отравления от имени фашистского переворота. Он знал слишком много и был помехой для элиты. Вместо того, чтобы развивать планету, Кабала и военно-промышленный комплекс хотели холодной войны между Советским Союзом и Западом для продолжения своих тайных планов. В 1955 году 77 стран, включая Китай, Индонезию, Югославию и Индию, выступили против Бреттон-Вудского соглашения, заявив, что это неразумный план. Эта группа имела исторические права на большую часть богатств Азии. Фактически, большинство азиатских стран были членами группы неприсоединившихся стран, они хотели модернизировать Азию и Африку. Для финансирования этого они объединили свои богатства. Президент Индонезии Сукарно имел сильные кровные связи с семьями драконов. В 1950 году он был назначен ответственным за все эти деньги, принадлежавшие королевским семьям драконов на Дальнем Востоке. Когда наступил кубинский ракетный кризис, и мир чуть не вступил в тотальную ядерную войну, бизнесмен по имени Бенджамин Фридман рассказал, что на самом деле происходило за кубинским ракетным кризисом. Он сказал, что они хотели создать эту войну, чтобы захватить власть на планете. Этому есть достаточно доказательств. Кеннеди и многие другие ведущие деятели США осудили этот план и громко сказали: «Ладно, это безумие. Мы не хотим больше этого безумия тайных обществ». Поэтому Кеннеди согласился работать с неприсоединившимися странами, чтобы положить конец холодной войне и финансировать развитие Африки и Азии. А чтобы порадовать людей из военно-промышленного комплекса, Кеннеди пообещал отправить человека на Луну вместе с НАСА. Кеннеди закупил золото в Индонезии и выпустил казначейские банкноты и облигации США, контролируемые казначейством США, а не Федеральной резервной системой. Кеннеди подписал этот законопроект всего за несколько дней до своего убийства. Он запрещал казначейству США продавать серебро частным лицам и давал президенту право выпускать валюту, обеспеченную серебром, без одобрения Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система, возможно, специально скупила все серебро казначейства, чтобы в конечном итоге напечатать столько денег, сколько захочется без необходимости подкреплять их такими твердыми активами, как золото и серебро. Остановив поток этого драгоценного металла из казначейства своим указом 11110.
По сути, этот приказ дал президенту возможность выпускать доллары, обеспеченные серебром. Министр финансов был лишен полномочий выпускать серебряные облигации. Кеннеди сделал это потому, что Федеральная резервная система контролировала министра финансов. Кеннеди считал, что доллары, обеспеченные серебром, смогут сдержать инфляцию, вызванную деньгами-пузырями Федеральной резервной системы. Почему президент Кеннеди был убит? В 1963 году указ 11110 был лишь первым видимым этапом плана Кеннеди по разгрому Федеральной резервной системы и использованию азиатского золота в качестве залога для совершенно новой финансовой системы. Властная элита убила Кеннеди и отстранила Сукарно от власти. К сожалению, у азиатских групп в то время не было военной силы, чтобы дать отпор. Они ушли в подполье, и после смерти Сукарно его племянник был назначен управляющим правами, чтобы завершить текущий судебный процесс. И чтобы доказать, что кабала подделала оригинальные права, чтобы саботировать выпуск валюты против золотого покрытия в 1968 году. Азиатские группы ушли в подполье, вероятно, не зная в то время, что Генри Киссинджер, Ротшильды, Рокфеллеры и Буши подделали права на использование денег для создания долларов США. Действительно, в 1968 году доллары США были обеспечены на 85% азиатским золотом из всемирного золотого запаса, принадлежащего азиатам. Подделка без каких-либо юридических документов. Причина, по которой была предпринята попытка представить всю эту историю в сжатом формате, заключается в том, что это единственный способ борьбы с ФРС путем широкого предоставления как можно большему количеству людей этих знаний, и чтобы они знали об этом крупнейшем ограблении золота в истории.